Здравствуйте, уважаемые зрители канала Лада Ладная. 3 причины гнилостного запаха изо рта. Напоминаю, что данное видео имеет информационный характер. Для лечения необходимо обратиться к врачу. Сегодня я, как обычно, поделюсь с вами полезной информацией. Если вы еще не подписаны, то самое время подписаться и включить колокольчик. Ссылка на статью в описании. Научно-медицинское название тяжелого запаха гнили из ротовой полости – галитоз. Это явление может быть временным или постоянным, внутренним или местным. 3 причины местного галитоза. Запах, проявляющийся утром, когда человек только проснулся, называется временным. Ночью ротовая полость обычно промывается слюной, и микробы совершенно свободно питаются сохранившимися еще с вечера остатками пищи и спокойно размножаются. После утренней гигиенической процедуры ротовой полости запах прекращается в течение часа. Запущенность, несоблюдение гигиены ротовой полости. Остатки пищи создают подходящие условия для развития и размножения организмов, анаэробных бактерий, набирающих энергию при отсутствии кислорода. Соответственно, появляется запах. Необходимо строго следить за состоянием зубов, десен, языка, поддерживать гигиену рта. Недостаток слюны. Часто слюнные железы дают сбой, и выделение слюны значительно сокращается. Появляется сухость во рту, вследствие чего ротовая полость не очищается. Сухость также может быть после приема лекарственных препаратов при низкой иммунной системе. Болезни ротовой полости. Тяжелый запах вызывается также вследствие зубного налета, камня, стоматита, кариеса. Факторы, вызывающие запах во рту. Курение часто способствует галитозу. Многие курящие люди страдают запахом изо рта. В первую очередь это вызвано образованием зубного налета. После курения во рту остаются частицы табака. Если не вычистить вовремя, они начинают разлагаться, чем вызывается запах гнили. Последняя причина – дефицит слюноотделения, сухость во рту, сопровождающая курящих людей. Неправильное питание способствует нарушению кислотно-щелочного баланса слюны. Употребление продуктов, содержащих белки, приводит к размножению анаэробных организмов, отчего во рту образуется запах гнили. Неприятные ощущения во рту, сопровождающиеся запахом, возникают, когда человек долго остается голодным. Но это нельзя считать патологией, так как сразу после принятия пищи микрофлора полости рта восстанавливается. Прежде чем бороться с галитозом с помощью зубной пасты и щетки, необходимо пройти полное обследование у врача. Рекомендуется проверить, в первую очередь, желудочно-кишечный тракт, нарушение функции которого напрямую связано с запахом во рту. При остром или хроническом гастрите, дисбактериозе, язве желудка изо рта исходит запах испорченных яиц. При наличии галитоза указывают также отрыжка и изжога. Причинами запаха гнили являются также ниже следующие болезни: гепатит, болезнь печени, мочевых путей, сахарный диабет. При наличии этой болезни из ротовой полости исходит характерный запах ацетона, проявляющийся у взрослых и детей. Болезнь почек. Этот недуг сопровождается сильным и несносным запахом аммиака. Воспаление дыхательных путей, ангина, ларингит, фарингит, гайморит. Микробы развиваются в ротовой полости и дыхательных путях. После проведенного полного медицинского осмотра определяется категория болезни. Затем врачом назначается специальная терапия, способствующая устранению галитоза. Назначенное лечение оказывает также профилактическое действие во избежании галитоза в дальнейшем. Предопределяющие симптомы галитоза. Как и любая болезнь, галитоз сопровождается симптомами, которые позволяют определить причину гнилостного запаха из полости рта. Светлый налет на языке возникает при стоматите. Испорченные зубы. Они указывают на стоматологические проблемы. Кровоточащие воспаленные десна. Диарея, нарушение функции кишечника. Боли в желудке, язва желудка, гастрит.
кашель, заложенный нос, ларингит, фарингит. Основываясь на вышеуказанные симптомы, сравнительно легко устанавливается диагноз, упрощается лечение галитоза. Гнилостный запах изо рта у детей. Галитоз у детей – серьезный повод для паники. Дети, как и взрослые, чувствуют дискомфорт, закомплексованы в общении со сверстниками. Причины бывают разные – больные зубы, хронические заболевания, смена молочных зубов. Первый признак запаха изо рта – это употребление продуктов, имеющих сильный запах – рыба, сыры различных видов. Это не галитоз, так как запах, возникающий после принятия пищи – временное явление. 4 фактора, вызывающие неприятный запах изо рта у ребенка. Болезнь зубов и десен, стоматит, нарушение функции желудочно-кишечного тракта, аденоиды, тонзиллиты. Стоматологические проблемы, возникающие у ребенка часто, проходят без предупреждающих симптомов. Поэтому малыш не в состоянии объяснить, что происходит у него во рту. Если родители замечают постоянно гнилостный запах изо рта ребенка, прежде всего нужно обратиться к детскому стоматологу во избежание начинающегося кариеса или поражения зубной ткани. Сразу после лечения неприятное ощущение во рту исчезает. В качестве профилактики рекомендуется полоскание рта отварами лекарственных растений, например, шалфеем, ромашкой. Неестественные покраснения, мелкие язвочки, сопровождающиеся сильными болями в полости рта, указывают на наличие у ребенка стоматита, последствия различных грибковых заболеваний или поражения слизистой оболочки глотки. Боль настолько невыносимая, что малыш не может даже есть и пить. Для лечения стоматита требуются противогрибковые, противовоспалительные препараты. Запах изо рта бывает при нарушении функции желудочно-кишечного тракта. Симптомы яркие – тошнота, газы, изжога. Необходимо немедленно обратиться к врачу на диагностику гастрита, дисбактериоза и, конечно, глистов. Ни в коем случае нельзя заниматься самолечением. Воспаление миндали носоглотки, неба – нередкое явление у детей. Тонзиллит сопровождается сильными болями в горле и гнилостным запахом изо рта. При воспалении аденоидов симптомы практически отсутствуют, кроме запаха. Лечение воспалительных процессов назначает отоларинголог. Препараты, назначенные врачом, снимают воспаление и устраняют запах в полости рта. Для смягчения боли дополнительно назначаются болеутоляющие препараты. Как предотвратить неприятный запах из полости рта? Перед началом лечения галитоза необходимо провести диагностику запаха изо рта. Ее можно провести 2 способами – самостоятельно или в стоматологической клинике. Самостоятельная диагностика галитоза. Провести диагностику можно легко, самостоятельно, в домашних условиях. Нужно снять налет со спинки языка, пользуясь гигиенической салфеткой или пластиковой ложкой. Затем, немного подождав, понюхать. Если ощущается тяжелый запах гнили, галитоз налицо. Провести белой неароматизированной зубной нитью между зубов после утренней процедуры. Если цвет нити изменился, значит есть отклонение. Красный цвет указывает на кровоточивость, желтый – на присутствие налета, что вызывает запах во рту. Многие люди обращаются в стоматологическую клинику, где началом лечения зубов дантист проводит диагностику. Собирает сведения, необходимые для правильного определения заболевания и дальнейшего лечения, вредные привычки, вкусовые предпочтения, чувствительность организма к лекарственным препаратам, хронические заболевания. Определяет степень поражения зубов кариесом. Во многих стоматологических клиниках как дополнительное средство диагностики используется галитометр – специальный прибор для измерения количества сероводородных веществ выдыхаемым пациентом. Профилактика галитоза. Чтобы избежать неприятного запаха, нужно организовать правильный уход за полостью рта, строго следовать правилам гигиены, не реже, чем в полгода раз посещать дантиста. Ряд профилактических действий. Чистка зубов 2 раза в день, утром и вечером.
Зубная паста должна содержать вещество, выделяющее кислород, уничтожающее анаэробные микроорганизмы. Использование отваров и настоек из лекарственных трав. Ополаскивание полости рта освежающими жидкостями, имеющими антибактериальное свойство. Очищение поверхности и спинки языка щеткой. Использование мятных леденцов и жевательных резинок, особенно после еды, для освежения полости рта, уничтожения остатков пищи. Употребление продуктов, содержащих кислоту, в ограниченном количестве. Включение в рацион питания продуктов, богатых клетчаткой. Повышение иммунной системы организма. Использование стоматологических полосок, сохраняющих свежесть полости рта и уничтожающих микробы. Периодические визиты к стоматологу. Лечение гнилостного запаха из полости рта. Диагностика, о которой упомянуто выше, позволяет назначить правильное лечение галитоза по симптомам, которые сигнализирует организм. Как уже известно, причина возникновения дурного запаха из полости рта связана с различными заболеваниями. Лечение назначается исходя из выявленной болезни. Если, например, причиной галитоза является нарушение функции печени, предписывается соответствующее лечение. После этого восстанавливается микрофлора полости рта, исчезает дурной запах. При воспалительных процессах или других проблемах полости рта необходимо немедленно посетить дантиста, который назначит конкретное лечение. После завершения лечебных процедур рекомендуется профилактика, гигиена ротовой полости, которую проводит врач-специалист. Галитоз, возникающий вследствие нарушения микрофлоры полости рта, можно устранить самостоятельно, уменьшив количество анаэробных микроорганизмов антисептиками, препаратами с содержанием цинка, перекисными соединениями, карбамидом в виде пасты, пищевой содой, фторсодержащими зубными пастами. Среди людей, страдающих гнилостным запахом изо рта, большой популярностью пользуются лекарственные травы. Они не только освежают и лечат, восстанавливая микрофлору полости рта. Перед применением антисептиков рекомендуется посоветоваться с дантистом. Профилактика и лечение галитоза у детей. Соблюдение гигиены не всегда получается у детей. Родители неусыпно должны следить, чтобы чадо выполняло все процедуры. Из-за плохой гигиены полости рта у ребенка накапливается налет из микроорганизмов, вызывающих дурной запах изо рта ребенка. Если галитоз не является причиной серьезного заболевания, требующего вмешательства врача, профилактику и лечение запаха изо рта можно осуществить самостоятельно, в домашних условиях. Уход за зубами. Под наблюдением родителей малыш должен чистить зубы 2 раза в день щеткой с мягкой щетиной. Менять щетку каждые 3 месяца. Через час после принятия пищи делать полоскание можно простой водой. Потребление жидкости. Необходимо давать ребенку большое количество жидкости в виде соков, компотов, чая, молока. Сокращение употребления сладостей. Конфеты, мучные изделия – это пища для микроорганизмов. Ограниченное потребление сахара, шоколада поможет сохранить полость рта в здоровом, свежем состоянии. Регулярное посещение врача и прохождение общего обследования. После исключения заболевания внутренних органов обратиться к детскому стоматологу. Чтобы чувствовать себя уверенно в обществе, не стесняться раскрыть рот во время беседы со своим партнером, сохранить личные отношения, наконец красиво улыбаться, нужно лишь следить за здоровьем. Полость рта – не исключение. Благодарю вас за просмотр. Поделитесь моим видео в социальных сетях. Будьте здоровы и заходите ко мне на канал, чтобы не пропустить новое видео.